Европейские лидеры, накачивая киевские режимы, посылая сюда дальнобойные беспилотники, они, на мой взгляд, осознают, что это все вообще-то соответствует нашей ядерной доктрине обновленной, то, что они Это делают. внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не страна войны. На самом деле все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная с Западом, руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут, по-моему, больше ничего не добавить. Очень агрессивные заявления позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил. Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку, и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться. Многие, когда говорят о Трампе и о американцах, вспоминают встречу в Манкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Причем американцы сами это предложили, правильно? Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, а мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали в конце концов в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте. Западные правительства осознают, с чем они играют? Помнят ли они об этой ядерной доктрине нашей? Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.